Здорово, народ. Сегодня будем исправлять ошибки по сравнению DJI и Rode, так как в первой части не совсем был прав, ввел людей в заблуждение, ну, по незнанию, наверное, и сам не разобрался до конца. Вот, немножко мы тут не поработали, поиграли с ними, попробовали еще разобраться и кое-что сообразил и кое-что доделал и переделал. Сейчас покажу. Так, оказывается, вот. Ну, то, что для 360 он не подходит по толщине, этот микрофон, для съемки 360 камеры, ну, это так остается неизменным. Он толще, чем ресивер у Rode. Вот. Это уже не обсуждается. Это уже показывал и остается неизменным сей фактор. Он толще. Вот, не намного, но толще, вот если так сравнить. Вот. Ну, вот как раз на вот это крепление толще. Так, дальше. Следующее. Это все, это остается неизменным. Какие здесь ошибки нашел? Или в чем утверждения были ошибочные? Я утверждал, что он не записывает себя. Ну, я очень сильно ошибался. То есть, вот это он уже пишет сразу в камеру, ну, через ресивер. А при нажатии кнопки включения он должен загореться красный индикатор, и с того момента он уже пишет в себя. А, я его выключил. Блин, вот же запись. Вот я тормоз. Сейчас я его включу. Так, включился. Вот кнопка записи. Сейчас он синхронизируется, да? Вот. Все. Вот теперь он пишет себя. Вот. Ну, в общем, протормозил. Есть здесь настройка. Так, все, я его выключу. Вот. Здесь есть настройки, вот, которые там свайпом вот это вниз же спускаешь и да, так, не так, стоп. Вот. И там пошли настройки все эти, да? А оказывается, есть еще настройка именно на микрофон, но выбираем 1 или 2. Так, ну сейчас мы достанем второй, потому что он отключился. Вот. Это закроем. 1 или 2. И в том месте, где вы поднимаете снизу вверх, вам открывается или 1, или 2. Время записи. Я думал, это время работы. Это время его записи. По утверждениям, не знаю, не проверял еще, 5 часов работает. Но а записи в него войдет 14-15 часов. А теперь мы его можем отключить. Все, то есть тогда в этом случае он будет записывать только в себя, если он включен, или вообще не будет записывать, если запись не включена, да? Вот. А здесь можно включить запись. Вот. И таким образом можно включить. А есть, по-моему, еще, если 2 раза коротко нажать, вот не помню, что сейчас произойдет. Сейчас попробуем. Ага, вот. Все, он отключается от этого и включается запись в себя. Вот так вот еще, может, коротким. Ну, просто не помнил я, что 2 раза. Вот, выключил. Потом, есть здесь кнопка блокировка записи. Запись, если эта настройка стоит, сейчас мы ее найдем. В настройках она, да? Вот, яркость, язык, дата, нет, она не здесь. Это заводские настройки, не здесь она, где-то же она есть. Сейчас найдем. Настройки передатчика, так, вот. Фильтр высоких частот, усиление передатчика, вот. Блок остановки записи. То есть, вы когда включите здесь запись, вы не сможете ее выключить, если вот эта функция будет включена. То есть, это запись, которая записывает в сам микрофон, если я правильно понял. И если она включена, ну да, потому что так-то вы все равно ее будете выключать. Вы не сможете запись этого микрофона отключить, его придется выключать физически целый. А вторая еще настройка вот есть, в которой я тоже не разобрался, автоматическая запись. Она сразу записывает и сюда, и в ресивер, в камеру через ресивер. Но вы его только достали, и запись пошла автоматически, все, мгновенно, вот. Потом это, уведомление вибрации, это какое-то действие вы на нем делаете, оно вам вибрирует. Вот, яркость светодиода включил сильнее, потому что на солнце не видно, можно слабше сделать. Ну, вот и все настройки.
Вот, так вот оно работает. Так что вот моя была ошибка предыдущая, что я думал, что они не записывают в себя. Вот, в себя я всегда записываю, вот эти у меня настроены сразу, пишут в себя, вот, после включения, вот они автоматически пишут в себя. Здесь есть еще функция, которую можно настроить при потере связи, они начинают писать в себя, но это неудобно, а потом синхронизировать, пробовать, это бред, блин, поэтому стоит на этот, как его, тоже пишет в себя. Вот, это проверял 3 часа, у меня этот работает микрофон, ну или передатчик, назовем его, а ресивер или приемник работает 5 часов. Это я уже проверил. Следующее, что здесь ну, тут вот настройка стоит, 2 микрофона пишут в один канал, то есть как бы моно. Потому что если разделяешь каналы, чтобы писали каждый на свой канал, фикушки, камера записывает все равно один канал, какой-то запишет. Я не помню, какой левый или правый, я проверял. Вот. У меня раз был такой случай. Я взял один микрофон, и не тот, который был. Я их разделил. И взял микрофон, который не записывается. Ну, вот, сделал съемку, и все. И потом и Рода писал, и Инсти писал. И, в общем, был цирк. Ну, а потом разобрался. Оно там еще получалось. Почему цирк? Потому что я обновился и думал, может, из-за обновления на камере вот это вот произошло. Поэтому всегда стоит моно и тут, и 2 пишут на одну дорожку. Ну, оно как бы стерео, только вот на один пишется, да? Или не стерео? Нет, ну стерео, я же потом слушаю в 2 наушниках. Слушал, проверял. Вот. Ну, или оно там уже разделяет, тут не скажу. Так что вот так, ребята. А теперь, так как следующий. Вот эта штучка, она не была сделана, у нее крепление на 4 зуба вот здесь. Вот. А здесь на 6 зубов крепление. Вот. То есть я вам покажу сейчас, да? Вот. Это вот оригинальный был, который я уже потом, ну, правда, я переделал его. А вот это такой же самый оригинальный, мы его переделали уже под DJI. Вот. Но сразу тоже не сообразили, оказывается, если крепить его таким же образом, как и Rode, ну так как он для этого не предназначен, у вас выход на камеру упрется вот в эту штучку. Поэтому после того, как мы это все сделали, пришлось переделывать, и поэтому уже у нас теперь крепление будет сверху. Ну ничего не сделаешь. Тут просто настроил сразу, поставил, включил его и все. Вот мы переделали его сверху сейчас. Сейчас включу, не попал. Вот. Ага. Вчера покрасил и немножечко надо будет отверстие чуть-чуть напильничком пройтись. Ну, вчера покрасил, потому что он был алюминиевый. Хотя оно и так держит. Но все равно нужно, наверное, отверстие будет немножко пройти. Да нет, он держит, он никуда не денется. Вот. Вот. Но это я буду использовать только на автомобиле или на стационарном, там где камера стоит, так как я научился удалять камеру полностью из видео, вот, именно 360, поэтому вот он там будет использоваться, вот. Может он как-то вот не совсем, да нет, нормально, чуть-чуть может быть нужно будет еще снять, вот. Касается он как бы точки, да нет, не касается. Но это, наверное, из-за того, что я вчера покрасил. Вот. Немножко его как бы вот прижимает, а тут кнопка включения, чтобы, не дай бог, потом при вибрации, да нет, не должна она. Вот. Попробовать его выключить. Ну, вот сейчас поджимаю, не выключишь. Но отверстие надо будет прочистить, потому что, вот, оно сейчас посмотрю. Оно, да нет, держится оно хорошо, все. Ну, наверное, еще пройдусь напильничком чуть-чуть, сниму. Вот. Ну, вот такие дела, ребята. Так что вот такое приспособление сделал. Или такой переходничок пришлось сделать, чтобы потом уже под камеру это все крепилось вот таким образом. Раз. А ну сейчас мы теперь проверим, если вверх будет. Да, позволяет. Сейчас я еще проверю.
переходник, если он, а то я не проверял его, если он, это не будет мешать наверху. Не мешает, хватает. Вот так, все, хватает. Ну и уже отсюда он потом будет включаться в камеру. Вот. Так что все нормально. Это даже не проверял. Так что вот, ребятки, вот такая вот игрушка очередная. Ну, будем тестировать, будем пробовать. Еще не пробовал, не снимал. Жара у нас была невозможная. Поэтому руки еще до этого не дошли. Вот так. Так что, ребята, люди же мы эти, как его, хорошие. Я хотел еще посмотреть, как сюда крепится этот, вот эта ветрозащита. А то я что-то не помню. Вот она просто или она еще с поворотом? А ну, сейчас мы проверим. А нет. Тут вот есть такие пазы, в которые вставляется, наверное, поворачивается. Сейчас проверим. А то я что-то не помню, проверял или нет. Поставил. Ага, поставил и провернул. И она уже потом не снимается. Ну да. Поставил и провернул, да, все. Вот такая. А потом проверим, если он работает. Если он подключается, этот микрофон, если подключится к этой, к покету для интереса. Так, стой, что делает-то? Так что, ребятки, всем спасибо. Я забыл, что надо изначально сказать. Мы же пацаны классные. Что тут пишет? Ага, соединение. Мы же пацаны классные. А пацаны классные должны работать с классным инструментом. Иметь хорошее хобби и играться хорошими игрушками, да? Не только работать хорошим инструментом. Подожди, это я не туда положил-то, блин. Вот, чтобы тут не помять ничего. Ну, а теперь могу сказать, что всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч. Так, вот так уберем. Вот. Собачки у нас там бегают. Так, ну вот этот чехол, конечно, когда Рода сделает там что-то такое, просто будет бомба.